Здравствуйте, вы на канале Голос Анха, и в сегодняшнем видео я расскажу про ближайший опасный день, про пятницу, 13 сентября. Пятница, павшая на 13 число, известна своими непредсказуемыми и порой опасными последствиями, поскольку в этот день люди часто сталкиваются с неподдающимися решением трудностями. Этот день считается пиком действия темных сил и проявления нечистой силы. Этот день вызывает тревогу по множеству причин. Одна из ключевых – это его духовная составляющая. В большинстве религий к этому дню относятся с подозрением. Несмотря на отсутствие прямых упоминаний в священных текстах, пятница 13 окутана тайной, поскольку истинные причины, по которым людям испытывают страх перед этим днем, остаются неизвестными. История пятницы 13 связана с древними временами, когда язычество было главной религией. Люди верили, что в этот день пробуждаются силы зла и старались навредить друг другу. Ведьмы считали этот день особым, когда их проклятия и заклинания были особенно могущественными. Для них пятница 13 была днем силы и возможностей для темных деяний. Сегодня этот день все так же остается мистическим, поэтому будьте бдительны перед недобрыми силами, конфликтами и магией. Для тех, кто уязвим энергетически, пятница 13 может быть особенно опасной. Хотя этот день может показаться тяжелым и утомительным, он фактически лишает вас сил. Если вы чувствуете заряд энергии, не растрачивайте его зря, планируйте свои дела тщательно, так как восстановить потерянную энергию будет крайне сложно. Чтобы избежать неприятностей, связанных с пятницей 13, достаточно воздерживаться от рискованных действий и предотвращать действия, которые могут привести к нежелательным последствиям. Не рекомендуется заниматься гаданием, особенно опасным считается гадание с помощью зеркал. В день пятницы 13 следует относиться к зеркалам с осторожностью, предпочтительно их закрыть или избегать долгое время смотрения в них. Создание портала между двумя зеркалами, расположенными друг напротив друга, может дать возможность темным силам проникнуть в наш мир или проявить себя. Часто люди, не осознавая риска, случайно создавали такие зеркальные коридоры и сталкивались с демонами. Некоторые из них имели рога и короткие руки, другие видели только лицо или светящиеся глаза. Такие встречи могут вызвать сильный страх и шок, из которого оправиться будет непросто. Зеркала становятся вашими недругами в пятницу 13. Другие методы гадания могут быть безвредными, но они не приносят достоверных результатов. В моменты беспокойства и страха не следует оглядываться через левое плечо. По поверьям, Боже правый, потому что правая сторона нашего тела и души считается светлой. За левым плечом, как говорят, обитают демоны, ожидающие, чтобы их заметили. В тревожные моменты смотреть через левое плечо не рекомендуется, так как можно увидеть нечто пугающее. Не стоит играть в азартные игры. В пятницу 13 вы рискуете потерять все свое имущество. Если вам удастся выиграть какую-то сумму, лучше потратить ее в тот же день, и не только на себя. Избегайте склок, проклятий и порчи. Порча вернется к вам почти наверняка. В этот день лучше воздерживаться от темных обрядов, которые могут принести вред кому-то. Если хотите провести пятницу 13 сентября как обычный день, ведите себя соответственно, но избегайте темных мыслей. Не ругайтесь, так как грубость может принести беду и неприятность. Просмотр фильмов ужасов не рекомендуется. Я предупреждаю, что в обычные дни нет опасности. Но в пятницу 13 просмотр фильмов о демонах может привлечь негативные последствия. Для безопасности лучше отложить просмотр на другой день. Избегайте повторения одного и того же маршрута. При отправлении на учебу, работу или по делам выбирайте каждый раз новый маршрут. Не возвращайтесь по той же дороге, по которой пришли. Этот метод защиты был широко использован нашими предками. Считалось, что смена маршрута запутывает злые силы и не позволяет им достичь человека. Не следует держать злобу и зависть на сердце. Месть и зависть истощает организм, отнимая оставшиеся запасы энергии. Не стоит бросаться в новые важные дела, они, вероятно, не увенчаются успехом. Будьте внимательны и предусмотрительны. Лучше занимайтесь повседневными обязанностями и не пытайтесь сразу достичь нескольких целей.
Общайтесь больше с приятными людьми, отдыхайте и избегайте конфликтов. Старайтесь поддерживать дружеские отношения со всеми, чтобы никто не сглазил вас или не проклял. А на сегодня это все и помните. Пятница, 13 сентября, может считаться неудачным днем, но это не повод терять надежду на успех. Оставайтесь верны себе и не забывайте об осторожности. Ищите убежище там, где вас ценят и уважают. Окружайте себя добротой, теплотой и позитивом.